Все приветствую на канале Football Stories. От сбора мусора до золота чемпионата мира. История Нголо Канте. Евро 2020. Полузащитник сборной Франции Нголо Канте прошел путь от никому неизвестного игрока любительской лиги до одного из претендентов на золотой мяч. Рассказываем историю одного из лучших опорников современности. После окончания финального матча чемпионата мира в России игроки сборной Франции чуть ли не вырывали друг у друга заветный кубок, чтобы сделать фото на память. Лишь Канте скромно стоял в сторонке и наблюдал за этой вакханалией, не решаясь подойти к трофею. Нголо родился в Париже в бедной семье выходцев из Мали. Ему еще не исполнилось и 7 лет, когда во Франции стартовал ЧМ 1998, сыгравший в судьбе будущей звезды трехцветных одну из ключевых ролей. Страну наводнили болельщики со всего мира, и маленький Канте в дни матчей выходил на Стад де Франс, но не для того, чтобы вывести на игру кого-то из футболистов, а чтобы убрать мусор, оставленный фанатами на трибунах. Пацану приходилось собирать на улицах Парижа всякую всячину, которую можно было сдать за деньги в переработку. Все академии, в которые Канте пытался поступить, отказывали ему из-за скромных физических данных. У нас есть уже десяток таких, как ты, зачем нам еще один? Невысокому скромному Нголо приходилось довольствоваться игрой во дворе, но тут подвернулся вариант с любительской командой Сюрен. Уже тогда Канте понимал необходимость усердно работать, чтобы добиться чего-то в жизни, поэтому он как губка впитывал все, что говорили ему тренеры. Петр Войтена, работавший с Нголо в Сюрене, как-то сказал ему, что после возвращения с двухмесячных каникул игрок должен свободно жонглировать мячом не только правой, но и левой ногой, и головой. Когда Канте вернулся в команду, он первым делом продемонстрировал, что выполнил указания тренера и научился чеканить мяч по 50 раз без перерыва. С тех пор я вообще ничего ему не говорил, полностью доверившись его природному таланту, признается Войтена. В любом матче он был самым маленьким игроком из тех, что выходили на поле. Вспоминает бывший партнер Канте Пьер Виль. На одном из турниров Нголо получил приз лучшему футболисту. Ему тогда было 13 или 14 лет. Когда он вышел, чтобы получить свой кубок, то едва смог поднять его. Трофей был больше него. Удивительно, но без устали носившийся от штрафной до штрафной полузащитник был абсолютно неинтересен большим клубам. Разглядеть талант Канте смогли только в Булании, которая выступала в то время в третьем французском дивизионе. Первый сезон будущий чемпион мира провел в резервной команде, даже не имея профессионального контракта. Все это время Нголо не переставал учиться и в 18 лет получил диплом бакалавра, после чего еще 2 года изучал бухгалтерское дело, поскольку не был уверен, что футбол станет для него основным источником средств к существованию. Перед началом сезона 2013/14 Канте ушел на повышение в Кан, в котором сходу стал игроком основы и помог клубу выйти в Лигу 1. В первом же матче в высшем дивизионе Хавбек отметился забитым мячом, но поразило всех не голевое чутье миниатюрного опорника, а его способность выжигать пространство. Шутки про то, что 70% поверхности планеты покрыта водой, а остальная территория занята Нголо Канте, появятся несколько позже. Но поводы для этого болельщики и специалисты разглядели уже в дебютном сезоне Хавбека в Лиге 1. Потом был переход в Лестер, причем сам Канте мечтал оказаться в Марселе, а главный тренер Лис Клаудио Раньери не горел желанием видеть игрока в своей команде. К счастью для всех, кроме, может быть, Марселя, скаут Лестера Стив Уолш сумел убедить итальянского специалиста в необходимости покупки Канте. Вскоре Раньери публично признал, что был неправ. «Стив, больше никогда не обращай внимания на мое мнение. Я совершенно не понимаю, что говорю». В Лестере француз задержался лишь на 1 сезон. Но что это был за сезон? Победа в чемпионате Англии, звание лучшего игрока команды. В споре за этот титул Канте опередил блиставших в чемпионский год Варди, Мореза, Дринкуатера, Шмейхеля и других. Вызов в сборную на домашний Евро, где команда завоюет серебро. Приглашение в Челси – вот далеко не самый полный список того, чего добился скромный паренек из Парижа в тот год. В следующем сезоне он снова станет чемпионом Англии, завоюет кучу индивидуальных наград, будет признан лучшим футболистом АПЛ и попадет в список номинантов на золотой мяч. Спустя еще год с небольшим Канте будет скромно стоять на поле Лужников, стесняясь подойти к трофею, который только что завоевала его команда благодаря в том числе его усилиям.
А партнеры по сборной посвятят Нголо добрую песенку, которую с удовольствием будет распевать весь Париж. О, Нголо Канте, он невысок и очень мил, он закрыл Лео Месси, но мы-то знаем, что он читер. А сам Канте останется таким же скромным застенчивым парнем, который будет отдаваться любимому делу без остатка. И пока на поле выходят такие футболисты, футбол будет оставаться любимой игрой миллиардов людей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, какую хотите следующую историю.